Есть, ребята. Вот так сработало место. Не могу поднять, друзья. Вот это слоняра. Где ж ты там? Фу-фу-фу-фу-фу. Вот он тут возле лодки. Так, ладно, не буду торопить события. Вот это мамонт клюнул. Плыву. Тянет на середину водоема. Уже запутал одну удочку. Ребята, всем привет! Раннее утро, только-только начало расцветать, я уже на водоеме. Сегодня приехал порыбачить на водоем, где я рыбачил не один раз уже. Ловил тут хороших карпиков, попадались неплохие экземпляры. По 5-6 килограмм, были обрывы солидные. Ой, набрал с собой снастей и поплавки, и боковые кивки, и донки бутылочные. На бутылку намотаны бутылочные донки, их называю. Взял с собой горох вареный, червя. Все уже приготовлено, наготовлено. Подсака разложил. Это вот палки, это я на них буду крепить лодку. Сейчас сентябрь месяц, ночи холодные. Пока доехал, замерз. Руки еле отогрел. Пока накачал лодку, хоть согрелся, попил чая. Сейчас, значит, сделаю так. Расставлю бутылочные донки. А так прям, вот тут озеро небольшое, поперек озера их расставлю вдоль, у меня их 5 штук. Проплывусь по озеру, поищу, где там ройки, может, есть. Либо какие-то признаки, где карпик плавает или кормится. И начну, наверное, с поплавков. Если на поплавки не будет поклевок, часик постою, поплаваю на кивок. Ну и вот в таком темпе. А там уже в ходе рыбалки станет ясно, на что больше опираться, на поплавок или на боковой кивок. Ну все, поплыли. Ну, роек пока не видно. Вообще, кстати. Может, это в этом месте. Сейчас надо будет проплыть полностью по водоему. Водоем, слава богу, небольшой, рыбку тут найти проще. Ну, туман просто капец. Я вообще ничего не вижу. Вот там он солнце встает, его еле-еле видно. Все в тумане. Там вообще как молоко, все белое. Так, ребята, по поводу донной снасти бутылочной, которую я тут забацал. Значит, бутылка, метров 10 лески, леска 0,35. 2 резинки канцелярские. Креплю леску, выставляю глубину нужную, подматываю под резинку леску. Груз у меня 70 грамм. Я вначале поставил, когда их только сделал, по 15-20 грамм, карп не подсекается, сходит. Поставил потяжелее, 70 грамм. Пробовал рыбачить на них пару раз. Поклевки были, но ни одного карпа не поймал. Не знаю, может повезет, здесь поймаю. В основном всегда он протянет бутылку, бросает и не цепляется. Прыгнул. Протягивает бутылку и не цепляется. Сходы одни. Так что сейчас ставлю их и посмотрим, может на этом водоеме получится поймать. Вот я уже горох
Прицепил. Крючок карповый. Кстати, да, крючок карповый с загнутым жалом. И там еще называются самоподсекающиеся крючки. Что в таком плане, если как-то неправильно сказал, поправьте. Так, донную снасть я расставил. Кстати, вот первую не вижу из-за тумана. Она хоть не поплыла никуда, там может уже там кто-то клюнул на нее. Из-за тумана ничего не видно пока. Я с собой сегодня также взял червя. Рыбачить сейчас буду на поплавочные удочки. Плавал, искал место, где начать рыбалку. И нашел неплохое место. Тут такое, как небольшая затока на этом водоеме. И тут есть ройки. На крючки на поплавочных удочках буду вешать горох и червя. Червя буду одевать пучком. По несколько штук. 3-4. Червь у меня навозный. Искал выползка, но выползка не нашел. Если бы был бы выползок, вообще было бы отлично. Осенью карп больше начинает переходить на животные насадки. Червь, мотыль, выползки. Ну вот, такому мясо, больше хочет мяса. Достаю удочки, разматываю снасти и забрасываем поплавочки. Так, первый заброс. Ничего не перепутано. Нет, что-то перепутано. Угу, вот так отлично. Ой. Бросаю где-то метров на 15. Так, есть. Снасть заброшена. Все 4 удочки. Разбросал их веером, как можно подальше друг от друга поплавки, чтобы при поклевке карп не спутал все снасти мне. Порыбачу на этом месте полчасика-часик, поклевок не будет, перееду на другое место. При переездах буду также посматривать за своими донками. Каждых 2 часа донки буду переставлять с одного места на другое. Может, не знаю, сколько я буду рыбачить. Да, где-то, наверное, часика через 2 проплывусь, посмотрю. Если мертво, поклевок не будет на эти донки, переставлю их в другое место. Так, о, ребята, поклевка. Поклевка. Пошел. Ух, какой. Твой друг. Ух, сопротивляется. Вот такой. Стой.
Вот такой красавчик. Только встал на это место, переехал. Забросил все снасти. Смотрю, поплавок пошел. Буквально минут через 10. Как раз возле поплавка прыгнул карп. Небольшой, где-то, наверное, килограммчика 1,5. Я уже говорил вам, у нас температура понизилась серьезно по сравнению с августом. Если в августе у нас было 30, даже иногда 35 доходило днем, то сейчас температура днем 20, ночью 7, 6, 8 градусов. Похолодало в 2 раза. Ну и вообще в сентябре рыбалка, она немножко другая. Опа! Поклевка, ребята. Ну, давай, что ж ты раздернул? О, пошел. Не знаю, какой там карпик. Ну, клюнул. Фрикцион надо чуть поджать. Боюсь и сильно пережать. Хороший, нехороший. На горох. Так, ну зацепи мне давай эту удочку еще. Пошел в сторону, слава богу. Шел. Ух ты, удочка как гнется. Хорошая машина. Хороший карпик. Только стал на это место. Ты куда ж ты? В подсак сейчас заведем тебя. Так, ух, друг. Никак не сдается. Такой килограммчика 3, я думаю, есть. Может 2 даже. Но сопротивляется боец. Да ну никак не могу его поднять. Вроде и небольшой. Сколько будешь сопротивляться? Ух, кабан. Все, наигрался. Давай в подсак. Есть, ребята. Фух, это борьба была. Да, где-то 3. Ух. Ах. О, есть. А, смотрите, какой красавчик. Ребята, это не сазан, это карп. Здесь нет сазанчиков. Точно такие же парней ловил, только зеркальных. Здесь небольшие глубины, вот получается он такой вот немножко вытянутой формы. Ну, килограммчика 2, может даже 2,5 есть. Фух, вот это борьба была. Только стал я на это место. Забросил поплавки. Ну, может, прошло, ну, чтобы не соврать вам, минут 10. И вот на этом месте, ну, наверное, раза 3 карп вывернулся. Гуляет постоянно, вот именно в этом месте. Всего забросил наживку. 10 минут и есть поклевочка.
Сейчас, правда, расшугал, наверное, минут 15-20 можно пить чай, отдыхать и ждать следующую поклевку. Пока он еще подойдет теперь на это место. Я ловлю без прикормки, я ищу рыбу, нахожу, где она стоит, где она кормится, там рыбачу. Смотал удочки, друзья, переплываю чуть в другое место. Поплаваю тут, поищу ройки, может на средине тут есть где-нибудь. Поплавал я и остановился вот в таком месте. Недалеко от берега. Иногда появляются ройки. То там появится ройка, то там карпик кормится. Даже возле поплавков. У меня на 2 удочках сейчас горох, на 2 червь навозный. И вот он роется возле поплавков, ходит, видно, вокруг поплавков, то там, то ближе, то дальше. Постою еще здесь, попробую. Насаживаю червей кольцами, полукольцами. Ну вот, такой пучок получается. Вот такой пучок у меня только что что-то стянуло. Может и карп. Так, забрасываем туда же. Ой, отлично, отлично. Так, ребята, поклевка. Ух ты! Это был карпик 100%. На червя, друзья. Смотрите, что осталось у меня. Какая чешуя здоровая. Ё-моё, на червя клюнул. Все, надо переходить полностью на червя. Не пойму только, почему я не смог его подсечь нормально. Наверное, вовремя выплюнул наживку. Но карп хороший, чешуя такая с 5 копеек. Ну что, поплывем, поищем. Поищем еще где-нибудь карпика. Если вижу на поверхности много таких пузырьков, они такими кучками появляются на поверхность, останавливаюсь на этом месте и пробую рыбачить именно в таких местах. Вот это ройка карпа, друзья. Роется, поплавки недалеко стоят. Что-то притапливает. Это карпик 100%. Пошел. Есть, ребята. Вот так сработало место. Чтобы, главное, не сошел. Хорошую поднять не могу. Сейчас мы фрикциончик подмотаем. Ух ты! Ну покажись, Саш. Не могу поднять, друзья. Вот это слоняра. Где ж ты там? Фу-фу-фу-фу-фу. Чуть подтянем фрикциончик. Это огромно. Это без всякого. Ай, палки мои. Высовывает, тянет, прям палки выдергивает, на которых я закрепился. Опа! О! Пошел в сторону, это хорошо.
Фу-фу-фу-фу-фу. Вот он тут возле лодки. Так, ладно, не буду торопить события. Да хороший, хороший. И надо идти обратно. Куда ж ты? Может вообще отвязаться. Ну давай, покажись аж. Мне ж самому интересно, кто там. Ой, зверюга. Ничего себе. Чуть-чуть подтягиваю фрикцион, отпускаю. Катушки слабые, надо будет купить хорошие катушки на следующий год. Ух, какой бурун пошел. Вот это мамонт клюнул. Все, одна палка всплыла моя. Буду держаться на одной палке. Ничего себе. У-у-у-у-у-у-у. Палки повсплывали, плыву за ним. Удочки сейчас позапутывают меня те все остальные. Плыву, тянет на середину водоема. Уже запутал одну удочку. Ой, хороший. Все, устал, друг. Устал. О, есть. Все, ребята, есть. Красавец. Ой, это кабан. Да, ребята. Фух. Так, пока отключаюсь. Сейчас стану обратно на это же место. Ой. Или посматриваю удочки и включусь обратно. Фух, ребята, вот это карпище. Выплыву на берег, обязательно взвешу, потому что тут лодки, я его боюсь. Я боюсь его взвешивать. Вот это борьба была, долго я с ним боролся. Распутал кое-как удочки, пущу его в садок и буду дальше искать уже другое место, потому что на этом месте я все расшугал и навряд ли там осталась какая-то рыба. Вот что значит поисковая рыбалка, ребята. Постоял на одном месте, поклевочка, карпик сошел. Постоял минут 15, посидел еще на этом месте, поклевок нету, переплыл на другое место. Там поклевочка, достал карпика. Минут 15-20, ну, до полчаса сижу после поклевки. Если поклевок нету, переплываю обратно на другое место. И вот такой метод рыбалки, именно если вы рыбачите на лодке, себя всегда оправдывает. Ребята, поклевка на бутылку. Утка полетела. Поклевка на бутылку. Вот эта, которая под кустами стоит.
поплыл и смотрю, оно как закрутится. Как закрутится. Но стоит на месте, наверное, сошел. Ё-моё. Сейчас посмотрим. Вымотал все. Вымотал все, парень. Пока ничего не чувствую. Есть, ребята, есть. На горох. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты, ракета. Вот это ракета. В корчи пошел. Леска 0,35. Ух ты, стоять. Сейчас мы его. Блин, удочки запутались. Сейчас мы его подхваткой возьмем. Такой килограммчика на 1,5. Есть, друг. Ой. Сработала моя бутылочка. А, такой красавчик. Что, горох понравился? Фух. Ну, хоть карп и небольшой, но это у меня первый карп на вот эту донную снасть. Поставил грузики побольше, по 70 грамм. И он засекается, видите, без проблем. Клюнул, кстати, на горох. Но на донку, я думаю, нету смысла ставить червя. Потому что это надо без конца потом его плавать, проверять их, менять. Карп перестал ловиться. 11 часов дня. Подул ветерок. И все, резко прекратились поклевки. Плыву сейчас к садку. Я его там привязал к коряге. Сразу взвешу карпа. Посмотрим, какой у него вес. Так, сейчас взвешу в садке. А потом садок отдельно. Так, по нулям поднимаем. 5230, я думал, больше будет. Так, вес пустого садка 260 грамм. Я думал под шестерку где-то, но на килограммчик ошибся. Рыбалка сегодня мне понравилась. Я наконец-то сегодня разловил свои бутылочные донки. Ставил их и по центру озера, и ближе к берегу, и под корчами. Поклевка была под корчами, где-то метров 2 от берега. Также сегодня были хорошие поклевки и на поплавок. С самого утра и где-то примерно часиков до 10. Это с 6 до 10 4 часика. Карпа я сегодня плавал, искал. Не ждал, пока подплывет карп ко мне сам. Увидел, где вывернулся карп, или увидел там пузыри на воде, много, кучку целую. Туда подплывал тихонько, якорился, забрасывал удочки. Стоял примерно минут 20-30. Если поклевок нету, переезжал на другое место. Место сегодня поменял, я не считал, но примерно на 9 или 10. Там постою, там постою. Одного карпа достаешь, все, можно сниматься с якоря и плыть в другое место. Глубина небольшая здесь на озере, максимальная 2 метра. Как только вытащил одного карпа, все, он всю рыбу расшугал. И это придется долго его ждать, пока он опять подойдет на это место. Вот, на червя поймал сегодня трофея. Вот такой мамонт. Взвешивал, вы видели, 5 килограмм. Ставьте, ребята, лайки. Пишите комментарии обязательно.
Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока!